Всем привет, это Иван Жданов, новая сводка новостей. Сегодня 7 апреля и 43-й день войны. В Мариуполе потоплен украинский корабль, США организуют ленд-лиз для Украины, а в России продолжают хоронить погибших на войне. Кроме того, вводятся новые санкции и снова блокируются российские активы в Европе. Но начнем мы сегодня с кадров из Чернигова и Бородянки. Вот как выглядят украинские города, которые Путин собирался спасти от ужасных нацистов. Российские войска окончательно покинули север Украины, Киевскую и Черниговскую области. Это подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Почти целиком выведены российские части из Сумской области. Вчера Песков назвал это жестом доброй воли. Вот такая, знаете ли, у Путина добрая воля. Сначала прийти все разбомбить, изнасиловать, убить мирных жителей, а потом убежать, поджав хвост и даже трупы не скрыв как-то. Потрясающе просто. Пока Восточный фронт готовится к новому наступлению России, ключевые события происходят на юге. Украинская армия освободила еще один населенный пункт, село Осокоровка. Мы показали это продвижение более темным цветом, более светлым вчерашней атаки. И в свою очередь российские войска вновь заняли Снегиревку и укрепляют Херсон. Активные бои продолжаются на улицах Мариуполя. Есть несколько разных карт. Мы сравнили их с видеозаписями пропагандистов из города. И в целом понятно, что украинские части отчаянно сопротивляются, и наступающие продвигаются очень медленно. Раньше-то казалось, что город вот-вот падет. Но каждый день мы просыпаемся и видим, что Мариуполь все еще держится. Это потрясающее геройство, конечно. Россия даже подтянула в Мариуполь сверхтяжелый миномет «Тюльпан» калибра 240 мм. Конечно, не сравнить с немецкой пушкой «Дора», которая обстреливала защитников Севастополя, но суть та же. Закрепившихся защитников Мариуполя невозможно выбить. Российские войска будут, как и немцы в 1942-м, пытаться уничтожить их тяжелой артиллерией. Там же в Мариуполе был уничтожен корабль «Донбасс». Это старый еще советский корабль, управления никакой боевой ценности он не представлял. Но, конечно, пропаганда показала это как какую-то большую победу. В целом мы видим затишье на фронте. Понятно почему. Россия перебрасывает силы для новой атаки, в том числе вертолеты. По спутниковым снимкам видно, что на аэродроме Сища в Брянской области теперь стоит не менее 20 боевых вертолетов. Сища – это совсем недалеко от границы с Белоруссией. Видимо, вертолеты постепенно перебрасываются дальше на юго-восток. 60 военнослужащих, между тем, из Пскова отказались ехать воевать в Украину. Об этом сообщила сегодня Псковская губерния. Пишут, что солдат сначала вывезли в Беларусь, а потом вернули в Псков. Теперь отказавшихся воевать увольняют. Видимо, речь идет о контрактниках. Некоторым угрожают уголовными делами. Но я уже много раз рассказывал, повторюсь еще раз, все это только запугивание. Тоже говорят и адвокаты. Реальных механизмов для преследования отказников нет. Нет военного положения, поэтому и преследовать военных нельзя. Поэтому мы знаем уже десятки случаев, когда военнослужащие или росгвардейцы отказываются ехать на войну. Даже если представить, что за отказ вас посадят в тюрьму, что не так. Все же, что лучше? Ехать или стать убийцей? Или погибнуть самому? Остаться хотя бы живым и непричастным к военным преступлениям? Я думаю, что для каждого нормального человека выбор очевиден. Все ВДВшники, пацаны,
Ну, выглядит нарядно даже как-то. Но я думаю, что тем, кто в земле, все равно на самом деле. Но есть вот такие люди, которых нормальными я назвать не могу. Это добровольцы из Тувы, которые хотят ехать и реально убивать. Неизвестно, правда ли добровольцы, но посмотрите на их снаряжение. Они все стоят в резиновых сапогах. Ну, окей. Мы регулярно говорим о плохом снабжении российской армии, о том, что не хватает даже еды, пайков, но зато появляются вот такие кадры. В обычном магазине продаются военные пайки, на которых прямо написано «не для продажи». Вот она, коррупция. Вот кто-то просто стащил все эти пайки и отдал в магазин. Ну, кто-то из офицеров наверняка. Российская пропаганда же продолжает, как-то расширяться. Частоту телеканала Евроньюс отдадут Соловьеву для его шоу «Соловьев Лайв». Ранее то же самое сделали и с частотой «Эхо Москвы». Теперь там вещает Симоняновский спутник. А пресс-служба Кремля сообщает, что парад 9 мая пройдет как обычно. Видимо, отдельной колонной пойдет вот такая техника, воюющая в Украине. Как там Путин говорит? Профессиональная армия с самым лучшим вооружением. Такое экологичное бронирование получается. Сенат США одобрил, между тем, законопроект о ленд-лизе для Украины. Вдумайтесь, это будет первый ленд-лиз США со времен Второй мировой. Тогда поставки оружия и припасов серьезно помогли Советскому Союзу в самые сложные годы войны. Теперь, когда закон полностью примут, США смогут отправлять в Киев оружие и технику по ускоренной программе, может и танки отправят. Великобритания тоже не отстает, уже планирует поставки бронемашин «Мастиф», вот таких, как на фото. Это пока не танки, но уже больше, чем просто гранатометы и шлемы с бронежилетами. Бельгия заблокировала российские финансовые операции почти на 200 миллиардов евро. И больше 2 миллиардов евро активов полностью заморожено. Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верховстад призвал ЕС к более жестким санкциям по отношению к России. Давайте посмотрим. You need to tackle the 6,000 people around Putin, the real people working with Putin. And we have the list. Alexei Navalny, the foundation of Navalny, has made a list of 6,000 people. These people you need to tackle. Депутат призвал к санкциям против 6 тысяч человек вокруг Путина. Надо переходить к более широкому списку преступников. Он призвал действовать по спискам, которые составил Алексей Навальный и его команда. Мы, конечно, полностью согласны. Сегодня Генассамблея ООН 7 апреля рассмотрит, сегодня 7 апреля же, вопрос об исключении России из Совета по правам человека. Я думаю, что необходимые 2/3 голосов будут собраны без всяких проблем. Тем временем Украина национализировала имущество России и Беларуси почти на 500 миллионов долларов, в том числе 450 железнодорожных вагонов. Планируется арест еще 1500 вагонов. Ну, ребят, война, вы чего хотели? Вагоны — это, пожалуй, самое малое, что можно забрать. Мы продолжим рассказывать вам о событиях войны и вокруг нее. Обязательно поделитесь этим видео. Давайте вместе бороться, просто вдаривать по путинской пропаганде. Наш вечерний эфир сегодня, как обычно, в 19 часов. И подпишитесь на канал, если еще не сделали это. Напоследок видео из села под Черниговым. Точнее того, что осталось от села после российских бомбардировок. Сейчас вам покажу, как выглядит русский мир. Вот, 360 градусов вокруг меня, уничтоженное село. Уничтожено просто все. Жилые дома. Сколько слез я сегодня видел. Очень тяжело говорить. Вот это авиабомбы. Это маленькая. В кавычках маленькая. 250-ка. Просто накрыли весь этот район. Черниговщина. Люди остались без ничего. Все, что десятилетиями зарабатывали, не осталось ничего. Причем это были такие массированные бомбардировки, в том числе 8 марта. Вот такие подарочки в кавычках российские власти и армия сделали украинцам.